Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Подарит ли судьба вам новую любовь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, вот вашу жизнь простой, ну никак не назовешь. Было много взлетов и падений, было много сложных ситуаций. Это могут быть и проблемы и по работе, это могут быть разводы, причем разводы такие скандальные, с манипуляцией, с такой, знаете, с очень тяжелой дележкой имущества, когда хотели обобрать как липку. Это и магия, которая присуща вашей жизни, которая могла тем или иным образом повлиять на вашу жизнь. Знаете, вот много тайн было в вашей жизни, которые вы не знаете. Давайте посмотрим, с чем связаны эти тайны. Смотрите, про свою женщину вы много чего не знали. Женщина, которая была у вас, сейчас она не с вами. Из-за этой женщины вы остались один. То есть здесь проигрывается ситуация одиночества. Женщина, которая вот сделала вас, так сказать, одиноким, да, вот она настолько плотно сидела у вас в сердце, возможно, до сих пор еще она до конца не ушла из вашей души, из сердца, потому что, ну, уж слишком хороша она для вас была, уж слишком сильно вы ее любили, вы вообще ее считали своей судьбой. Но в ваших отношениях она как-то вот больше вами управляла, не вы ей управляли, несмотря на то, что вот вы довольно сильный мужчина, да, вот вы вообще привыкли, вот и по работе, везде, во внешнем мире, да, вот все, что не дома. Вы привыкли все и всем управлять, да. Здесь же дома, вот когда вы были с этой женщиной, управляла она. Управляла, потому что вы ей это позволяли. Просто потому что вы любили, потому вы много чего и позволяли. Женщина борзела, женщина наглела, женщина пользовалась добротой до такой степени, что, ну вот я думаю, многие из вас, если бы рассказали некоторые такие моменты из своей жизни, то можно было бы ахнуть, наверное, ну, из-за вещей, которые вы ей позволяли. До такой степени вот этот трэш доходит, да. Вы закрывали глаза на все ее какие-то желания, ну, я имею в виду, закрывали глаза на то, что ей все мало, ей все больше хочется, закрывали глаза на ее какие-то грубости, на, может быть, унижение, да, потому что, ну, уж слишком сильно ее любили. Вот вы себе вбили в голову, что это одна единственная неповторимая, что это она и только она, да. Вы хотели жить с ней долго и счастливо, да, но опять же это были вы. В ее планы входило немного по-другому, в ее входила красивая жизнь, в ее планы входила обеспеченная жизнь, комфортная, да, чем комфортнее, тем лучше. Причем здесь проигрывается еще ситуация, что, возможно, вот у некоторых из вас, да, поскольку это общий расклад, помним, когда у вас начались финансовые проблемы, тогда у вас начались проблемы и в семье. Тоже такой вариант может быть, потому что дама исключительно ориентированная на деньги, дама исключительно любящая красивую жизнь, поэтому мужчина, у которого появляются какие-то финансовые проблемы, но она с ним очень быстро прощается, либо же начинает, будучи в отношениях, подыскивать себе другого, что у вас и произошло. Дама манипулятор, здесь стопроцентный манипулятор. То есть я так немного углубилась, просто пытаюсь понять, да, вот почему вы это терпели. Вот, ну да, понятно, что вы любили, конечно, но человек вот магией занимался. Давайте посмотрим сейчас, она сама занималась вот или ходила. Вот мне интересно, вот все-таки она сама занималась магией или нет.
Она ходила к кому-то, она платила деньги, возможно, это даже мужчина был, который занимался этими делами. То есть мы не будем рассматривать, да, а то уж слишком мы в бывшую углубимся. Ну, то есть, знаете, у вас такая жизнь довольно непростая была. Вот сразу у нас первая карта Луна выпала. Это и страхи, это и комплексы, это тайны, да. То есть ваша жизнь окутана тайнами. Вы много чего не знали и о своей женщине. Она вам много сказок рассказывала. Вы из этой женщины заимели, так скажем, много комплексов, много страхов. Что за страхи? Давайте смотреть. Страхи в отношении женщин, страх одиночества. Вы теперь знаете, вот какой-то период, у всех это будет проигрываться по-разному, из-за этой женщины, которая делала вам больно, вот женщина из прошлого, из-за нее вы теперь будете опасаться вступать в новые отношения, понимаете? Либо же уже опасаетесь. Потому что, ну, дама так уже накосячила, так уже вам сколько соли на рану насыпала, что теперь будет очень проблематично вступать в новые отношения. Поэтому вот сейчас я как-то вот не вижу абсолютно. Хотя вот настрой мне ваш, в принципе, нравится, да. Вот настрой у вас есть на светлое будущее. У некоторых может даже проигрываться, что вы не против детей бы еще заиметь. Может быть, у кого-то вообще нет детей. Ну, то есть хочется деток, да. Другое дело, что надо маму найти для этих деток в первую очередь. Вы такой человек еще, знаете, очень такой степенный. Я не могу сказать, что вы прям взрывной, такой взрывоопасный. Нет. Вы очень такой, может, даже в чем-то медлительный, рассудительный, да, вы не любите какие-то вот гонки постоянные. Знаете, вот есть люди, которые довольно активные, которые любят постоянно тусовки, куда-то мчать, куда-то бежать. Вы больше любите такую спокойную, вот размеренную жизнь. Вы также, знаете, вот, ну, вы довольно неплохо зарабатываете, но в душе вы себя чувствуете очень и очень одиноким. Вот одиноким до такой степени, что, да, иногда кошки, конечно, скребут на душе. Иногда скребут, да, вот опять у нас по карте мира. У некоторых из вас может проигрываться, что да, есть намерение помириться, есть. Вот она такая злюка, она злюка ужасная, но хочется помириться, да, вот не можете вы ее выбросить из души и сердца, да. Что же будет дальше, да? Что будет дальше в личной жизни? Подарит ли вам новую любовь? Хотя, смотрите, у вас, в принципе, вот может проигрываться, да, две дамы выпало. Может проигрываться, что уже у некоторых из вас состоялось либо же новое знакомство, да, либо есть где-то поблизости, может на работе, либо в интернете, вы уже там присмотрели какую-то женщину, с которой хотели бы познакомиться поближе, да, завязать отношения. Но опять же, вот эти страхи и опасения вас сдерживают. Это женщина, которая, но она почему-то вас привлекает вот своей сексуальностью, да, вот она очень интересная и внешняя фигура. Ну, как будто такая, знаете, энергетика вот сексуальности идет. Но опять же, вот две дамы выпало, да, это бывшая и будущая, так скажем, да. Бывшая, которая всегда стоит на страже. Что хочет эта бывшая, да? Бывшая, которая считает, что вы все равно приползете, да, вот на задних лапках вы приползете, потому что вы до сих пор ее любите. Ну, пусть пообольщается, пусть помечтает, конечно же. Хотя у некоторых из вас может проигрываться, что вы общаетесь по каким-то вопросам с бывшей, но мириться, в принципе, вы не будете, да. Опять же, помним, что это общий расклад, поэтому подбирайте под себя вот эти все моменты, да, потому что кто-то из вас, как я сказала, хочет мириться, другие же наоборот не хотят. То есть здесь некоторые моменты, которые вам подходят. Итак, что будет дальше в личной жизни? Так, смотрите, еще какой-то период, конечно, вы попереживаете, да, вот какой-то период, хоть вы будете пытаться, может быть, некоторые знакомиться, да, но вот как-то
но не получается. Вот не получается зароманить даже. Я не беру вот эти вот одноразовые для здоровья отношения, если у кого есть. А вот именно для отношений, вот может быть такое, что знакомитесь и как-то быстро расстаетесь, что-то не устраивает, да, вот какие-то легкие такие знакомства, но это так, в никуда. То есть в ближайшее время я не могу сказать, что у вас будет прям такая безумная любовь, да, ну, скорее вот какая-то грусть, тоска, разочарование. Почему разочарование? В чем? Ну вот смотрите, это может проигрываться разочарование и в женщинах, да, вот которое довольно часто у нас выпадает, что ну не готовы, да, из-за вот этой боли из-за бывшей, как-то вот вы не очень готовы вступать в новые отношения. Плюс еще может проигрываться, что вот вы, допустим, пытаетесь знакомиться с женщинами, а одна не такая, да, вот как-то не ёкает, другая не такая, не ёкает, да, ну то есть и вы как-то вот можете приуныть даже на какой-то период. И знаете, вот после того, как вы попробуете несколько раз, вы поймете, что ну то ли не готов еще, да, то ли не хочу, вот что вот попробовал, хватит, не могу влюбиться, вот в таком духе, да. То есть какой-то вот будет ближайший период, ну такой не очень успешный, да, вот именно в отношениях, да, знакомиться-то вы будете, но просто единственное, что вы не можете никого впустить, из-за этого будет разочарование, из-за этого будет какое-то вот, ну, такое, знаете, добровольное затворничество, что ли. Я не говорю, что вы для здоровья не можете ни с кем общаться, да, вы можете, но я сейчас говорю о личных отношениях, да, вот есть некоторая и озлобленность еще проигрывается на женщин, да, вот есть у некоторых из вас момент именно озлобленности, да, каждый под себя переворачиваете, кому что подходит, да, но тем не менее, вот хочется уже какой-то стабильности, вот хочется стабильности и в отношениях, и стабильности вообще в жизни, какой-то определенности, оно не получается, да, ну, потому что мы же не роботы, да, мы все живые люди, и ты не можешь так просто по щелчку взять и влюбиться, просто потому что надо, да, либо же вот хочу влюбиться, взял, вот в Машу, в Наташу влюбился, ну, так не бывает, да. Поэтому как-то вот в ближайший период, пусть это вас не огорчает, но тем не менее карты так показали, в ближайший период вот будут какие-то вот, даже если попытки, но они не очень удачные. Что будет дальше? Давайте смотреть. Да, вот видите, первый период опять вот затишье. Дальше у вас идут кардинальные перемены. Смотрите, у вас даже возможен переезд у некоторых. Вот возможен переезд. Смотрите, какой-то вот ближайший период не очень удачный, как я сказала, то есть вы решите даже добровольно, наверное, взять паузу, вот именно паузу в личной жизни, потому что это может еще быть связано с какими-то вот, либо же с проблемами вот житейскими, да, у каждого свои решения проблем будут. Но женщина однозначно, вот императрица приходит в вашу жизнь, но чуть попозже. Это еще будут, знаете, вот какие-то решения конфликтных ситуаций. То есть будут такие, ну, небольшие проблемки в вашей жизни, которые немного отвлекут вас от личной жизни. А давайте-ка посмотрим, с чем это связано, потому что мне очень похоже на карту, то ли это переезд, отъезд. Очень нехорошая карта. Что за переезд? Смотрите. Здесь как будто жизнь, знаете, вот переезд, вот у меня почему-то ассоциируется, как будто вот жизнь с чистого листа. Это переезд может быть связан с чем-то таким, знаете, ну я не знаю, я не хочу говорить катастрофа, ну что-то такое, знаете, никого не хочу пугать. Но вот именно те карты, вот, которые окружают переезд, у меня почему-то постоянно крутится слово катастрофа и проблемы с деньгами. Сегодня такой не очень такой приятный, конечно, расклад, но тем не менее, вот видите, как будто личная жизнь вообще уйдет, да, вот именно переезд, здесь что-то связано, вот давайте все-таки, я вот не могу понять, почему.
Личная жизнь уйдет вообще на второй план. Уйдет на второй план. Любовь появится, но она будет попозже. Смотрите, здесь однозначно, я не знаю, вот у меня постоянно почему-то вот крутится слово переезд, эвакуация, я не знаю, это связано с чем-то, ну то ли это жидкость, то ли это вода, я не знаю, может быть это какое-то, ну я не хочу нагнетать, пугать, да, сейчас и наводнение, и все что угодно бывает, ну то есть как будто это то ли массовый переезд, да, но через какое-то время, вот именно, возможно, после вот этого периода, когда вы порешаете вот эти дела, да, у некоторых это может быть временный переезд. То есть вы поняли, да, что придет какая-то проблема в вашей жизни, что личная жизнь отойдет на второй план, да. В страшилки не играем. Чуть дальше карта у нас налаживается. Встречаете женщину, которая будет вам по судьбе, которая будет для семейной жизни. Главное решить вот эти проблемы. Потому что мне не очень нравится, я не хочу озвучивать в эфире. В принципе, я понимаю, с чем это может быть связано. Сейчас довольно много и техногенных катастроф, да. Я думаю, все прекрасно понимают, с чем это связано. И с радиацией это может быть связано, и с какими-то наводнениями, разрушениями, да. Ну, цунами у нас, конечно, я думаю, не будет, конечно, вряд ли это будет. Но, тем не менее, предостерегаю, будьте осторожны и денежку приберегите, потому что денежка может понадобиться, и там с деньгами могут как раз вот, когда будут вот эти проблемы, что переезжать, может быть, на какое-то, может быть, время, кто-то временно переедет, да, кто-то переедет на постоянку, понадобится много денег. И могут реально быть проблемы с деньгами. Как раз вот когда вы порешаете, когда немного это все устаканится, да, немного начнете возвращаться к жизни, у вас появится в вашей жизни новая женщина, которая вам именно для семейной жизни будет. Женщина довольно такая уравновешенная, очень спокойная. Очень приятная такая, знаете, доброжелательная. Вот какая-то от нее идет энергетика, умиротворение, что ли, да, она абсолютно не ориентирована на какие-то пьянки-гулянки, нет, она ориентирована больше, знаете, вот на стабильность, на семейные отношения, вот в этом вы с ней и сойдетесь, да, вот у вас одна цель. Это довольно важно, когда ты в отношениях вот встречаешь человека, с которым вот одна цель, да, вот, потому что когда, допустим, знакомятся два человека, а один нацелен на так, временно покутить, а второй на семью нацелен, но вы прекрасно понимаете, что из таких отношений ничего хорошего не выйдет. Так, давайте-ка посмотрим все-таки. Вот знаете, мне не дают почему-то покоя вот эти карты, да, вот карты переезда и проблем, вот. Хоть это немного сейчас и отступление от темы будет, мы сейчас вернемся. Я все-таки хочу посмотреть, что же еще мне покажет Таро. Однозначный какой-то переезд, временный, постоянный. Но какой-то переезд, причем, да, вот что-то связано с водой, либо с жидкостью, я не знаю, с паром, с испарением. Ну, все то, что... Ну, какое-то вот жидкое, я не знаю, но это... Я, конечно, не очень в этом разбираюсь, но тем не менее... Будет, смотрите, вот именно при переезде стоять выбор, ехать, не ехать, страхи какие-то, да, вот будет какой-то период смятения, поэтому, ребятушки, вот смотрите, да, потому что может быть разрушение, это может быть даже вплоть до того, что какой-то взрыв, да, вот я не знаю, это могут быть проблемы со светом, это могут быть, я не знаю, там... Я не очень в этих теплогенерациях разбираюсь. Но то есть здесь может быть вот реально проблемы со светом, взрывы на каких-то станциях. Из-за этого могут быть вот перемещения людей. Причем довольно серьезные проблемы, резко, неожиданно. Вот два туза у нас выпадает резко и неожиданно. И свою любовь вы уже потом встретите.
Вот второй раз, да, вот я просто уточнила, потому что, ну, как-то у меня в самой до мурашек просто, да, вот очень такая неприятная карта. Держите ухо востро, никого не пугаю, ничего не хочу пугать, никого, но тем не менее, будет такой вот какая-то, ну, чуть ли не, я не знаю, техногенная катастрофа или как это назвать, да. Далее. И вот будет ваш судьбоносный шанс, да, вот человек, у вас карта брака падает, то есть женщина, вот которую вы встретите по судьбе, которая будет вам именно для брака, для отношений, она случится уже после вот этого кризиса. Вот этот вот кризис, возможно, переезд, да, вот это какая-то, ну, неприятная ситуация. Я понимаю, что это, ну, так, не очень приятно слушать, но, тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Все прекрасно понимают, что сейчас везде происходит. Я не буду это обсуждать в эфире. Но, тем не менее, смотрите. Вот именно после вот этой неприятной катастрофы, вот либо же после такого момента неприятного, в вашу жизнь как раз, как, знаете, как награда придет вот это счастье, любовь и семья. Так что, ребятушки, держимся, все будет хорошо, настрой на позитив. Единственное, вот денежки как-то приберегите, запаситесь, да, потому что, ну, реально, может быть, это у кого-то временная эвакуация будет, кто-то, может быть, захочет переехать, да. Поэтому деньги в любом случае вам понадобятся. Вот даже снова на дне колоды, ну, переезд, ну, стопроцентный, ребят, ну, переезд. Либо от воды, там, где вода, либо туда, где есть вода, вы переедете. Ну, вот постоянно вода, вода, вода. Вот жидкости какие-то, жидкости. Вода в пар превращается, в испарение, да. Ну, то есть что-то связано с водой, с испарением. Почему-то мне хочется постоянно сказать слово радиация, но не знаю. Вот такой был расклад, да, сегодня такой довольно непростой, не очень-то приятный, но тем не менее, я думаю, лучше предупредить, да, и быть во всеоружии. Вот как-то так. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!